Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать очень оригинальную идею для подарка, как можно связать вот такой красивый весенний подснежник. Оригинальность его заключается в том, что это ручка. Этот подснежник находится вот на ручке. И вот так можно писать. Вот посмотрите, какая это оригинальная, интересная идея. Этот подснежник можно вот как раскрыть. Получается вот такой раскрытый цветочек. Внутри тоже красиво оформлена желтая серединка. Или вот закрываем в такой бутончик. И получается вот такая очень-очень красивая ручка. Я думаю, такому подарку многие будут очень рады. Тем более он будет сделан своими руками. Приступим создавать вот такую красоту. Я буду использовать пряжу джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров. Возьму крючок 2 миллиметра. Также вам понадобится обычная ручка, любая, какая вам понравится. И понадобится или клей, или клеевой пистолет. Чем вам будет удобнее пользоваться, то и будете применять. Для лепестка набираем цепочку из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, в следующую второй столбик без накида и третий столбик без накида. Провязали 3 столбика без накида. Далее вяжем 2 полустолбика с накидом. 1 полустолбик с накидом и второй. Теперь 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом. И теперь в последнюю воздушную петлю провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнюю воздушную петлю провязали 7 столбиков с накидом. Подтянули эту петелечку. Теперь будем вязать по обратной стороне и будем вязывать этот хвостик. Вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 полустолбика с накидом. 1 и 2. Теперь 2 столбика без накида. 1, 2. И в самом конце провязываем прибавку. 1 столбик без накида и второй. Теперь
по обратной стороне, вот так по кругу, будем обвязывать соединительными столбиками. Только петельки не затягиваем, чтобы вязание не было вот стянутым. И вот так в каждый столбик провязываем по соединительной петельке. Так обвязываем до конца. И вот получаются такие лепесточки. Все ниточки вот прячем, потом их поотрезаем. И всего связала 6 лепестков. И вот берем ручку, берем зеленую пряжу, наносим вот немного клея. Вот так. Берем зеленую пряжу. И вот так будем обкручивать. Теперь дальше тоже немного так наносим клея. И обкручиваем. И вот верхнюю часть обкрутили желтой пряжей, нижнюю зеленой, и оставили вот такой небольшой промежуток между этими пряжами. Теперь вот наносим клей на лепесток, на изнаночную сторону, и приклеиваем вот к желтой части. Лицевая сторона наружу. Потом берем следующий лепесток и приклеиваем рядом возле этого лепесточка. И вот что получилось, когда приклеили 3 лепесточка. Теперь берем 4-й лепесток, нанесли на него клей, и теперь вот будем приклеивать между лепестками первого яруса, и так, чтобы немного выходил вот этот лепесток на ручку. И вот приклеили один, и так приклеиваем все остальные вот лепестки. Вот что получилось, когда мы приклеили второй ярус. Теперь наносим клей для зеленой пряжи прям вот так по лепесточкам, вот так в этих частях. Наносим клей, так как нам нужно немного поднять зеленую пряжу выше. И теперь вот так обкручиваем, чтобы закрутить вот эти белые лепесточки. И вот что получилось, когда мы вот обкрутили ниточкой до белых лепесточков. Получилась такая оригинальная красивая ручка. Лепесточки можно как открывать вот так, так и сделать такой бутончик. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!